презентацию я уже первый раз представил в прошлом году на ИСККОН лидершип санги, на лидерской санге в Майпуре. And one of the themes of that assembly was to think of the future. И стимулом, побуждающим к этой теме, изучить эту тему поглубже, меня вот беспокойство о будущем. So we have to think of how to preserve the organization in the future, how to preach in the future. То есть как сохранить нашу организацию в будущем и как проповедовать в будущем. Now, one of the principles of effective organization is that you have to keep changing. Keep changing. Yeah, everything has to keep changing. Один из принципов организации в том, что в ней все постоянно должно меняться. So society is changing, particularly in the modern world. It rapidly changes. В современном мире мы видим, что общество очень быстро происходят всякие изменения в нем, быстро меняется. So people keep changing. Люди меняются. And everybody is trying to market things to people. И люди пытаются вот как бы расчистить, рынок, то есть для людей вот постоянно меняющихся, они как бы приспосабливают рынок соответствующих. So we have to keep appealing to changing audiences. То есть чтобы мы были, воспринимаемы изменяющейся постоянно аудиторией, нужно тоже под ней меняться. So this is a principle in material organizations. Это принципы материальной организации. Those that don't change fail. То есть в материальном отношении те организации, которые не вводят какие-то изменения, они все терпят крах. But the same principle applies to spiritual organizations. Но то же самое применимо и к духовным организациям. However, there's a little difference between the spiritual organization and the material organization. Тем не менее, есть некоторая разница между материальной организацией и духовной. Because in a spiritual organization, there's certain principles you cannot change. Поскольку в духовной организации есть некоторые принципы, которые нельзя менять. For instance, in a material organization, one year you can be advertising Coca-Cola, and the next year you can be advertising something else. It doesn't matter. Например, в материальной организации сегодня рекламирует Coca-Cola, на следующий год что-то еще, неважно. But in spiritual organizations, we do have certain philosophical principles or theological principles which are basic to our, and we cannot change. Но в духовной организации есть определенные философские, теологические моменты, принципы, которые нельзя менять по определению. And apart from theological, conservatism, we also have certain organizational principles we should not change because these were established by Prabhupada. И точно так же, помимо теологических принципов, которые нельзя менять, есть некоторые организационные моменты, установленные Прабхупадой духовные, которые также нельзя менять. So it becomes a little bit of a problem. What can we change? What can we not change? Because we want to make devotees in all generations in the future, but certain things we cannot change. Соответственно, возникает проблема, то есть мы, как нам все приспособить к тому, к тем будущим поколениям преданных, которые будут появляться, и в то же время как не менять каких-то вещей. And certain things we have to continue in the future. Некоторые вещи мы должны неизменными в будущем сохранить. For instance, Prabhupada established a BBT to print books, so we have to keep the books there somehow or other. Например, Прабхупада установил BBT, мы должны книги так или иначе продолжать выпускать. So with that in mind, I made this presentation on diksha. И вот, держа это в уме, я разработал эту презентацию по дикше. So many devotees become familiar with ISKCON, and then sooner or later they learn that diksha is very important. Множество преданных знакомятся с ИСККОНом, и так или иначе, рано или поздно, они узнают о том, что дикша в ИСККОН очень важна, посвящение. At the same time, in our strategic planning, the GBC also decided that one of the dividing factors which would disunite ISKCON would be diksha gurus. И в то же время вот комитет стратегического планирования
GBC при высшем руководящем органе в ИСККОН, он видит, что вот этот момент дикша-гуру может стать разъединяющим фактором для нашего общества. The more emphasis you put on diksha gurus, the less unified the society becomes. В том смысле, что чем больше вы подчеркиваете важность именно дикша-гуру, тем меньше общество объединяется, то есть все разные. So, in other words, the loyalty of guru can make different divisions of ISKCON, where there's more loyalty to the guru than to the organization. Ну, то есть дикша-гуру это вот такие личности, которым преданы их последователи, ученики, и преданность гуру как бы противоречит преданности организации в целом, кажется, по крайней мере. And there's many examples of that over ISKCON's history. И есть тому примеры, к сожалению, в истории ИСККОН. So, how do, if diksha is important, then how to preserve it, but how do we prevent the danger that the loyalty to the diksha guru becomes stronger than the loyalty to ISKCON? То есть дикша важна, и в то же время как защититься от вот этой проблемы, когда преданность дикша конкретному гуру своему, она вступает в противоречие с верностью, преданностью ИСККОН, как организации в целом. So, do we have to change something in diksha or how we perceive diksha in order to keep ISKCON unified? Ну, то есть должны ли мы что-то поменять, или вот как мы должны воспринимать дикшу, чтобы сохранить ИСККОН единым, целостным? And then another question in the future, maybe people won't like diksha, they won't be attracted to diksha, so immediately they hear in ISKCON our goal is you take diksha, then everyone will leave. So that's maybe future audiences or something. We don't know what's going to happen in the future, so should we keep the emphasis on diksha or lessen it? И непонятно, как в будущем будет. Должны ли мы подчеркивать, продолжать важность гуру, важность дикши, или уменьшать эту важность, поскольку непонятно, может быть, в будущем люди будут, им не нравится будет, что вот здесь такая важность поклонения вот именно дикша-гуру такого выделяют, и они просто будут уходить из ИСККОН, не будут присоединяться к нему. Непонятно, что будет. And at present in ISKCON, we do have many questions concerning diksha, even in the GBC. Сейчас, в настоящий момент, даже на уровне GBC есть множество неясностей касательно дикши. Кстати, так и называется вот эта презентация. Непонятки, как бы неясности, белые пятна, можно сказать, в дикши в ИСККОН. One is, should we have women diksha gurus? And this has been a controversy for the last 10 years or so. Например, уже около 10 лет дебаты идут насчет того, может ли быть женщина дикша-гуру. And it's not completely resolved. И по-прежнему нет единого мнения. Another is, can a person initiate in the presence of his living diksha guru? Другой вопрос, это может ли человек инициировать при еще ныне живущем его дикша-гуру? So that's not resolved either. Это тоже не решено. So those are just two things not resolved. No? Anyway, so in order to maybe try to solve this, or maybe come to a more proper conclusion, we have to understand what is diksha. И чтобы прийти к верному заключению, нужно прежде всего постараться разобраться, понять, что же такое дикша вообще. Of course, we can say, well, diksha means, okay, you go to the guru and ask him to get initiated. Then he says, okay, follow regulated principles, chant 16 rounds. We have a fire sacrifice, and I give you a name and some beads. That's diksha. So, all very clear, as people say. Дикша у нас очень ясно понимается. Мы обращаемся к гуру, он обещаем ему повторять 16 кругов, соблюдать 4 принципа, он дает нам четкие, да, проводится, да, и ягья проводится, все это священное, и дается. So we have certain ceremonies we do, and we call that diksha. But is that real diksha or not? Вот такая церемония привычная для нас называется дикшей, но является ли это истинной дикшей или нет? So actually, we do have even some very unclear statements about initiation or diksha.
Вот у нас есть на самом деле различные утверждения касательно инициации дикши. Это вот заголовок, разные концепции инициации, разные понимания посвящения. So Prabhupada himself has made different statements about this. Сам Прабхупада разные приводил утверждения касательно этого. So Prabhupada has explained in one conversation with an instructor of religion at Columbia University that diksha means that you understand the Krishna philosophy and you will take it seriously and you'll preach it to others. That is diksha. Вот в одной беседе, где-то, короче, в университете, в одном в Америке, он говорит, что внутреннее принятие этих принципов и называется инициацией. Если вы понимаете философию сознания Кришны, если вы решили, что вы примете серьезно сознание Кришны и будете проповедовать эту философию другим, вот это ваша инициация. А мое участие в этом просто формально. То есть ваше внутреннее приятие этих вещей – это определяющий фактор посвящения. So there he doesn't put much emphasis upon ceremonies. То есть вообще практически не подчеркивается церемония никак внешне. Here's another statement. So from 1922 to 33, practically I was not initiated, but I got the impression of preaching Chaitanya Mahaprabhu's cult, and that was the initiation by my Guru Maharaj. Then officially I was initiated in 1933. Вот подобное же утверждение Прабхупады. Так или иначе, с 22 по 33 год я не был инициирован, но я очень сильно получил впечатление о важности проповеди культа Чайтаньи Махапрабху, и это и было настоящей инициацией от моего Гуру Махараджа. И затем официально, формально я принял инициацию в 1933 году. So in both these statements we see that simply the eagerness to preach about Lord, to understand the philosophy and preach it, this was the most important element, and ceremonies were secondary. То есть в обоих этих утверждениях подчеркивается важность внутреннего принятия процесса и желания его проповедовать, и совершенно не придается значения практически внешней церемонии посвящения. Here's another statement. Oh no, that's the same one here. Okay. Seed of bhakti is initiation. So you take the bhakti lata beads from the spiritual master, that is called initiation, and develop it by pouring water of hearing and chanting. Then it will grow. So you just get instructions on bhakti, and then you practice. Вот еще такое утверждение, что семя бхакти в вашем сердце – это есть инициация. Если вы принимаете бхакти лата бидж от духовного учителя, это называется инициацией. И развиваете это, выращиваете этот росток преданности, поливая его водой, слушание и воспевание, и тогда он будет расти. Okay, so here's a different statement. Chanting of Hare Krishna is our main business. That is real initiation. And as you are all following my instruction in the matter, that initiator is already there. А вот Chant Hare Krishna. Уже утверждение, что повторение Харе Кришна – это настоящая инициация. Повторение Харе Кришна – это наше главное дело, это настоящее посвящение, инициация. И если вы следуете моим наставлениям, то тогда вот эта инициация уже произошла. Yeah, so then he says that the holy name will be delivered by the guru, and this is important because you're getting the name through the disciplic succession. Он говорит, что святое имя получается через гуру, это очень важно, ибо святое имя не сходит через цепь ученической преемственности. So in any case, it's a transmission of holy name, and that's the initiation. То есть в любом случае вот эта передача святого имени, это и есть настоящая инициация. Now in ИСККОН we have two ceremonies. We sometimes call the first one first initiation, second initiation. И в ИСККОН у нас есть две церемонии, два обряда. Это первое посвящение и второе. So then there's a controversy. Which is more important, first initiation, second initiation? И иногда непонятно, что какая инициация важнее посвящения, первое и второе. What is the real diksha? Но что такое настоящая дикша? Then we have another statement which is mentioned in the also. То есть что из этих настоящая дикша, из этих двух?
Yeah. обрядов. That says that you can only have one diksha. Есть утверждение в шастрах, что у вас может быть только один дикша-гуру. So you can't have two dikshas. То есть у вас не может быть двух дикш. Yeah, we have one diksha number one, diksha number two. Имеется в виду даже, я ошибся в этом смысле, не один дикша-гуру, а не может быть двух посвящений, двух дикш, как бы, двух церемоний дикша. То есть не так, что дикша первая, а потом вторая дикша, нет. So we don't have one, we have two, but then which of the two is a diksha, or which is more important? Соответственно, получается, если две инициации, то какая из них дикша была и какая важнее? Yeah. So Prabhupada in one statement says, first initiation is more important. И вот утверждение Прабхупады. Первая инициация более важна. He says, first initiation more important, you can go without second initiation. То есть первая инициация самая главная, и без второй можно обойтись. So you don't need the second at all. Вам второе посвящение вообще даже не нужно. Oops. But then another quote, second initiation is real initiation. А вот другая цитата Прабхупады. Второе посвящение – это настоящее посвящение. First initiation is preliminary. А первое посвящение, оно как бы предварительное. Just to make him prepared. Чтобы просто подготовить человека. Just like primary and secondary education. Так же, как есть начальное и уже высшее образование. So which is the initiation, first or second? Так какое посвящение настоящее? Первое или второе? It's better to have the primary education or better to have primary and secondary education? It's confusing. Достаточно начального образования или надо и начальное, и высшее образование иметь? Or just internally accept the guru, or just chant Hare Krishna. Или просто внутренне принять гуру, или просто повторять Харе Кришна, вот эта инициация. Without any ceremony at all. Без всяких церемоний вообще. Or is first initiation only, or first and second. Или одного первого посвящения вам достаточно, или нужно и первое, и второе. So how do we answer these questions? Как ответить на эти вопросы? We have contrary statements by Prabhupada on all of these. То есть на все это у нас есть противоречивые утверждения самого Прабхупады. Okay, so in an attempt to maybe to answer this or to explain why we have these contrary statements, we can maybe understand the scriptural definition of diksha. И вот, чтобы попытаться с этим разобраться совсем, давайте обратимся к определению дикши из Писаний. So one of the places where diksha is discussed is in the Bhakti Sandarbha of Jiva Goswami. Вот, например, Джива Госвами в своих бхакти-сандартах дает определение инициации дикши. So there he quotes two verses, I believe, from Padma Purana. Два стиха из Падма Пураны. The first of which is quoted in Nectar of Instruction. Первый вот из них цитируется в Нектаре наставлений. So the first one defines what diksha is. Первый определяет дикшу. According to the syllables of the word di and ksha. В соответствии с двумя слогами этого слова ди. So dis stands for divya gyanam, spiritual knowledge. Ди указывает на дивья гьянам, духовное знание. Ksha stands for kshayam or sankshayam, which means destruction. А кша указывает на санкшаям или разрушение. So at diksha you get transcendental knowledge and destruction of sin. То есть дикша дает вам трансцендентное знание и уничтожение, разрушение грехов. So the second verse states that one should offer respects to Guru, offer everything to him, and then accept Vaishnava mantra. А второй стих определяет дикшу как принятие гуру, поклонение ему и получение вайшнава мантры. Yeah. This mantra is not Hare Krishna. Это мантра имеется в виду не Харе Кришна. This is secret mantra, Это секретная мантра, which we get at our second initiation. которую мы получаем во время второго посвящения. So what happens? Diksha, spiritual knowledge, destruction of sin. Two go together. Итак, вот дикша – это духовное знание и разрушение греха. So we commonly know that any form of bhakti destroys sins and karma, etc., etc. Мы знаем вообще, что любая
форма бхакти разрушает грехи, карму и так далее. So this takes place at the diksha ceremony. И это происходит во время церемонии дикши. Jiva Goswami gives some commentary on these verses. И Джива Госвами комментирует эти два стиха. So what is the divya jnana, or that spiritual knowledge? Что такое дивья-гьян или духовное знание? Knowledge of the form of the Lord. Это знание о форме Господа. In other words, through the mantra we understand who we should worship. То есть через мантру мы понимаем, кому мы должны поклоняться. So the Guru gives us Krishna mantra, then okay, form of Krishna is God for us. Если Гуру дает нам Кришна мантру, значит для нас Богом является Кришна. If he gives us Rama mantra, then we worship Ramchandra. Если он даст нам Рама мантру, мы будем поклоняться Рамачандре. So we get knowledge of the form of the Lord and knowledge of our relationship with the Lord. Итак, мы получаем знание о форме Господа и knowledge of our relationship with the Lord. И знание о наших взаимоотношениях с Ним. Yeah. So in all cases, our relationship with the Lord is we're das, anudas, we're a servant. То есть во всех случаях мы даса, анудаса, мы слуги. Though there could also be particular rasas involved as well. Хотя и могут быть вовлечены в это разные расы. So what happens at Diksha is that is conveyed. Form of the Lord and relationship with the Lord is conveyed in the mantra. It's through the mantra that we get the form of the Lord and the relationship with the Lord. То есть через мантру мы получаем форму Господа и взаимоотношения с Ним. So you get that Diksha mantra, which is a secret mantra, and then you understand I should worship so and so. That's the basic divya jnanam. Вот через эту дикша мантру вы получаете секретную мантру, вы получаете знание о форме Господа, которой вы должны поклоняться. Of course, we can also get this knowledge without having a sacred mantra. We get it in books, for instance, or in Bhagavad Gita also. Это есть дивья-гьян или дикша. Конечно, вы можете и без посвящения это узнать. Это в книгах вы можете найти эти мантры. Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita are also divya jnanam. То есть Бхагавад-гита же и Шримад Бхагаватам, это же тоже дивья-гьян, духовное знание. We don't need diksha for that. Для этого дикша не нужна, как процесс. So why is diksha different? Because you get the mantra. И чем от этого отличается дикша? Во время дикши вы получаете мантру. And then he says it's mainly for rich householders doing deity worship. Дальше Джива Госвами говорит, что дикша предназначена в основном это мантра для богатых домохозяев, которые занимаются поклонением божествам дома. So through diksha we get mantra, and with mantra we worship deities. То есть через дикшу мы получаем мантру, и этой мантрой мы поклоняемся божествам. So that is why Prabhupada often says, oh, you cannot worship the deities unless you have second initiation. Поэтому Прабхупада чисто говорил, что вы не можете поклоняться божествам без второго посвящения. So in Pancharatric rules, you can worship the Lord if you have proper mantras, secret mantras. Итак, в правилах Панчаратры говорится, что вы не можете поклоняться божеству без вот этих правильных секретных мантр. So when you offer the incense or obey the deity, then you chant these mantras and you offer the item. То есть, когда вы предлагаете там божества, благовоние божествам, омываете их, вы должны это делать, произнося эти секретные мантры. So deity is for deity worship, and then he says for rich householders. Итак, это для поклонения божествам, и он говорит, это для богатых домохозяев. So why rich householders? Because rich householders can spend money on worshiping the deity and offering different wonderful things. Почему для богатых? Поскольку богатые могут себе позволить поклоняться божествам, предлагая им всевозможные ингредиенты этого поклонения. Okay, so this is a little diagram. Diksha means you get that secret mantra from the Diksha Guru, secretly, not publicly announced. And then you get your divya jnanam and destruction of sin. And divya jnana means knowledge of the form of the Lord and knowledge of relationship with the Lord in the mantra. Итак, дикша. Вы получаете от Дикши Гуру секретную мантру, никто другой это не слышит. Вы так обретаете
дивья-гьяну, который подразумевает знание о форме Господа и знание о ваших взаимоотношениях с Ним, и так разрушаются ваши грехи. Okay. So, we should understand that getting this divya-gyanam and destroying your sin this result comes not only from diksha and the mantra. Но нужно понять, что вот этот результат обретения дивья-гьяном и разрушения грехов, он не только от дикши случается. So it doesn't mean that you can't get divya-gyanam and destroy sin unless you get diksha. You could do it through other processes also. То есть вы не только через дикшу, но через другие процессы можете обрести дивья-гьяну, духовное знание и разрушить свои грехи. Okay. Anyway, what is the cause of sin? Ignorance. И какова причина греха? Это невежество. And we remove ignorance by knowledge. А невежество мы устраняем знанием. Okay. So we have that divya-gyanam and we destroy the ignorance. So the relationship is pretty logical. Итак, очень логично мы имеем дивья-гьяном, духовное знание, оно разрушает грехи. But it is not exclusive. This destruction of sin and giving knowledge is not only from diksha. Но еще раз, это не зависит исключительно только от дикши, обретения духовного знания и разрушения грехов. So all types of bhakti, like Sravanam and Kirtanam, include knowledge of the Lord's form and our relationship with the Lord, and they all destroy sin. Любые формы бхакти, такие как Шраванам, Киртанам, они все нам дают знания о Господе, духовное знание о Его форме, о наших взаимоотношениях с Ним, и все эти формы бхакти разрушают грехи также. So when you begin bhakti, this is happening. То есть, когда вы получаете бхакти, вот это происходит. So as stated in Chaitanya Charitamrita, devotional service is kleshagni, even for beginners. That's destruction of suffering. This means it reduces in all of us all kinds of suffering, even in the beginning of bhakti. Учитель Чайтанья утверждает, что преданное служение – это клеш огни, то есть оно разрушает страдания даже у новичков. Это означает, что оно, преданное служение, уменьшает или вообще уничтожает все виды страданий. Or the blazing fire of Krishna consciousness is so strong that the snakes of ignorance are immediately killed. This is some nectar of devotion. Или, как преданности говорит, что пылающий огонь сознания Кришны настолько силен, что змеи невежества немедленно погибают в нем, сгорают. This is another one. We don't have to get into it, but the holy name is Divya-gyanam. И вот другое утверждение, что из Шримад Бхагаватам, что святое имя – это высшее дивья-гьяна, духовное знание. We don't need initiation to chant the holy name. We give this to people on the street even. И для воспевания святого имени инициация вообще не нужна. Мы же даже на улице распространяем людям святое имя. Yeah, a person who chants the holy name of Krishna once can counteract the resultant actions of more sinful activities than he's able to perform. И эта преданность говорит, что человек, который повторил святое имя Кришны даже единожды, может противодействовать результатам стольких грехов, сможет разрушить столько грехов, сколько он даже не может совершить. And even if we chant accidentally, we get very great effects. И даже если мы случайно повторим намабхаса, мы получаем очень великий эффект. So Haridas Thakur says, if one offensively utters the holy name even imperfectly, one can be freed of all results of sinful life. И Намачарья Харидас Тхакур говорит, если человек безоскорбительно произнесет святое имя, даже несовершенно, он может освободиться от всех последствий своей греховной жизни. Even a faint light from the holy name of the Lord can eradicate all reactions of sinful life. Faint light means namabhas. То есть даже такой слабый очень свет, намабхас святого имени Господа, может противодействовать реакциям всех грехов. And all this can be done without initiation. Все это
все это можно осуществить без инициации. Now, of course, we chant with devotion, we get much more result. Конечно же, если мы повторяем с преданностью, мы получаем гораздо больше результат. Okay, so we chant, irregularly or inattentively. That's called namabhas. Итак, если намабхас означает, мы повторяем нерегулярно, не очень внимательно, без знания, Okay, so случайно. if we do that, namabhas, then, and without knowledge, etc., we get some effect. И это дает такое повторение, какой-то эффект тоже. Yeah, so one of the effects was that you destroy all your karmas and sins, etc. И, как мы уже говорили, один из эффектов это разрушение нашей кармы и наших грехов и так далее. Okay. However, it is emphasized also that you have to come to the level not of namabhas, but sudanam to get to prema. Но также подчеркивается то, что вы должны стремиться повторять шутханам, чистое святое имя, чтобы получить прему. So how do we get sudanam? А как мы получаем шутханам, чистое имя? So we have to get teachings from somebody. Мы должны этому у кого-то обучиться. So some shiksha guru has to be there. Должен быть какой-то шикша-гуру в этом вопросе. Then we come to sudanam, pure chanting. Чтобы мы могли выйти на уровень шутханам, чистого воспевания. And through that, then we get our divyaganam and we get destruction of sin and we can go to prema. И тогда мы тоже получим духовное знание, разрушим свои грехи и получим прему. But to chant the holy name purely does not mean that we have to get diksha guru. Но чтобы чисто воспевать святое имя, опять не видно никакой необходимости обращаться к дикша-гуру. Chanting the holy name is the yuga dharma. It's open to everybody. It doesn't require diksha. То есть воспевание святого имени это юга-дharma, оно никак не зависит от дикши, все должны им заниматься. But if we want prema, we have to get sudanam. И чтобы получить прему, любой богу нужен шутханам, чистый. And to get that, then we need some teachings from shiksha guru, etc. И для этого нам нужно шикша, наставление, не дикша. So, in the Gaudiya Sampradaya, the main process is chanting Hare Krishna. Итак, в гаудия-сампрадай главным процессом является воспевание Харе Кришны. That does not require diksha. И это не требует дикши. But to chant purely, we require shiksha. Но чтобы чисто воспевать, необходимо шикша, наставление. So our main sadhana is not chanting the diksha mantras. Поэтому нашей главной садханой духовной практикой не является повторение дикша мантры. Rather, those diksha mantras are usually used only for deity worship. Скорее, дикша мантры используются только для поклонения божествам. So therefore, the emphasis is upon chanting the holy name, not on deity worship. Поэтому акцент ставится на воспевание святого имени, но не на поклонение божествам. So, though this is so, somehow or other, there seems to be a great emphasis upon the diksha. Though our main process is chanting Hare Krishna without diksha, somehow we're still emphasizing the diksha. ИСККОН. Yeah, well, and in Gaudiya Math also. Но так или иначе, почему-то происходит так и в ИСККОН, и в гаудия-мат, хотя самый главный процесс, как мы видим, это воспевание святого имени, так или иначе очень подчеркивается роль дикши, гуру и самого процесса дикши. So, whereas Lord Chaitanya, he was simply emphasizing everybody chant, and they were doing congregational chanting together. That's the Yuga Dharma. Хотя сам Господь Чайтанья, мы видим, он в основном подчеркивал воспевайте, все воспевайте, это Yuga Dharma, обязанность в эту эпоху. So he never preaches everybody has to get initiated. Он никогда не проповедовал, все должны получить посвящение. So though we do have deity worship, it is considered always to be secondary to the chanting of the holy name. Хотя у нас есть поклонение божествам, оно считается вторичным, подчиненным по отношению к воспеванию святого имени. So then another point is that even in Chaitanya Charitamrita there is emphasized that the results of the name are independent of diksha.
И в Чайтанья-чаритамрите говорится, что результаты воспевания не зависят от дикши. So here from Chaitanya Charitamrita it said that without initiation, preliminary purification, or taking sannyas, with all of that, you get perfection simply by chanting the Lord's name. Вот цитата из Чайтанья-чаритамриты. Лучше из браманов даже без инициации, предварительного очищения или принятия саньясы, человек может достичь совершенства в преданном служении, просто воспевая святое имя Господа. In other places he says, you can complete all 9 processes of devotional service simply by chanting the holy name. И другая цитата, просто воспевая святое имя, просто воспевая святое имя Господа, даже один раз человек может освободиться от всех реакций своей греховной жизни. Если человек может как бы достичь цели всех 9 видов преданного служения, просто воспевая святое имя. Here's another statement. One does not have to undergo initiation or execute the activities required before initiation. One simply has to vibrate the holy names with his lips. Thus, even a man of the lowest class can be delivered. И вот цитата. Человек не должен проходить, не должен получать инициацию или совершать деятельность, предваряющую эту инициацию посвящения. Человек просто должен произносить святое имя Господа своими губами. Так даже человек низшего класса, чандала, может быть освобожден. So then we'll ask, well, why do we need diksha? Тогда вопрос возникает, зачем вообще тогда дикша нужна? And why so much emphasis on diksha? Почему я так подчеркиваю? Мы просто можем Everybody simply chant Hare Krishna, get some teaching. Харе Кришна и все, достичь совершенства. Anybody have an answer? Кто-то может ответить на этот вопрос? Зачем дикша нужна? I guess because when you accept, like in a relationship with a guru, like you become more firm, you promise that you will do that. It's like a personal relationship. Yeah. And also because maybe sometimes you have a doubt, you can ask. But would that be only diksha? You could have shiksha and do the same thing. Yeah, so that why do we emphasize shiksha gurus instead of diksha gurus? Предположил, что дикша подчеркивается так, потому что мы так развиваем личные отношения с гуру, обещаем ему следовать этому процессу воспевания, и также можем обратиться, выполняя этот процесс за разрешением разных сомнений на этом пути. Но тогда Махарадж говорит, но это же самое может же сделать и шикша гуру. Почему подчеркивать нужно дикша гуру? Мы на курсе учеников-санньясинов, в чем разница? Потому что дикша берет грехи, шикша не берет. Что еще там? In the disciple course, disciple in ISKCON, where diksha guru take sins of his disciple. He's responsible for his disciple, but shiksha guru is not responsible. Oh. Well, I have another presentation I made the previous leadership sangha on that on the topic. У меня еще одна презентация, вот я тоже на лидерской ассамблее показывал как раз по этому поводу. And there I pointed out that even the husband takes the sins of his wife. И там утверждается, что даже муж берет грехи своей жены. And the king takes the sins of his citizens. А царь берет грехи своих подданных. So it's not something special that guru does, that the husband does, the king does, teacher does, everybody does that. Гуру не выделяется вот особо как-то, то есть это и муж, и царь, и какой-нибудь учитель. So anybody who takes responsibility for another person shares some of his, activities or whatever, responsibility. За кого-то он делит с ним вот его карму. Шикша не обязательно выезжать ответственность, а дикша берет ответственность. But shiksha is not necessary to take this responsibility, but diksha is obliged. Дикша берет ответственность, что он приведет меня к Кришне. Шикша. Diksha guru is a kind of deal, kind of promise. I will bring you to Krishna, but shiksha doesn't give this vow. Yeah, so but what brings you to Krishna in diksha? It's a mantra. So that's the essence of diksha. В этом процессе дикши The deity mantra. Мантра, что ли, которую вы получаете
предназначенную для поклонения божествам, секретной мантры. So that means the deity mantra is more powerful than Hare Krishna? Получается тогда, что эта мантра божества более могущественна, чем Харе Кришна. Я слушал лекцию Бхану Кумара в Майпуре, вот он именно просто отвечал так, что дикша, вот все эти аргументы привел, и сказал, что дикша нужна, чтобы взаимоответственность была ученика и учителя. В первую очередь ученика, потому что если он даст обет просто так, там, то еще. А если под страхом оскорбления, то он будет их соблюдать. I heard Bhaktivinoda Kumar's lectures about this. Yes. And he answered this question that when you got an initiation, diksha, when are you obliged to follow you as disciple under the fear of committing offense, but in the case of Shiksha Guru, you are not so necessary should do it because there is no official. Okay. How to say dealing. Okay, yeah. But is that the real function of the Diksha Guru to do that? Because the definition scripturally is simply he gives the mantra. Еще раз, но разве Дикша Гуру обязан это делать? Как бы вас так обязывать к этому следованию? Ибо функция Дикша Гуру является именно дать вам мантру. In fact, we could tell the temple president, everyone promises temple president to make vows and follow regular principles to the temple president also. Why not? Which they do anyway, isn't it? If you're going to join ИСККОН, then you have to follow the regular principles, chant 16 rounds if you're going to live in the temple. So you can promise to the temple president also. То есть такую вещь вы даже можете президенту храма пообещать, иначе вас никто, ну если вы живете в храме, допустим, иначе вам никто не позволит жить в храме, вы обязаны следовать всем принципам, повторять мантру и так далее. То есть даже, получается, с президентом вы отношения налаживаете. Обязан, пока в храме живешь. Дикшу Гуру даешь, служить до конца. You oblige unless you living in the temple. But if you stay in the temple, you oblige to do this. But when you can stop this. But when you give promise to the Diksha Guru, you should follow this to the rest of your life. So you won't promise that to the temple president? Yeah. Вы президенту так не обещаете на всю жизнь. Or you won't promise that to Krishna? You won't. No, I guess not. То есть и что вы не Кришне этого обещают, получается. Yeah. So actually what we're doing here is, besides giving the mantra, now the Diksha Guru has some other function, isn't he? Promising and making vows. This is with the Diksha Guru. That's what we're doing. We're adding something to the Diksha Guru, other than his function of giving the mantra. We're adding this other thing. Okay, we promise to the Diksha Guru, but we're not going to do it to the Shiksha Guru or whatever like that. That's what we're distinguishing. Though there's no scriptural basis for that. И хотя вот в Писаниях нет на это ссылок, мы вот так отличаем Дикша Гуру от Шикша Гуру, что мы Дикша Гуру обещаем, помимо того, что он дает нам Дикша мантру, мы обещаем следовать этим 4 принципам. И вот такое как бы добавление, которого нет в Писаниях, и это отличает отношения наши. Another point is that make this promise. Oh, okay. Есть наставление Шри Прабхупады, Прабхупада Шикшамрити, в разделе проставлено, что 2 вещи нужны для успеха. Это поклонение божеству и проповедь Харе Кришна, а для поклонения божеству как раз мантра. Ну и он говорил, что если чего-то одного из этих 2 не будет хватать, успеха достичь не получится. Ну, то есть Бхагавата нам начинается. Ну да. There is statement of Prabhupada Shikshamrita that in order to get success, be successful in this way, Prabhupada said you should do 2 things. Deity worship, for which you require these mantras, and chanting Hare Krishna. Without any of this, you cannot be successful. Okay. That's why Diksha is stressing.
Okay. Okay. So just another point backwards there about the vows and stuff. Actually, the vows are stressed in the first initiation. Но вернемся, как говорится, ведь обеты-то мы даем, помимо Харе Кришна, мы даем на первую инициацию. But you haven't even got your diksha mantras. При этом вы еще не получили свою дикша мантру. So you're making a promise not to the diksha guru there. You're making it to a diksha guru. Обещание даете не дикша. You're only getting diksha at the second. Ведь дикшу вы формально получаете только на втором посвящении. So problem is that we cannot have clear definition. Yeah, it's a little bit confusing, isn't it? Where's the diksha, in the first or the second? And if it's in the second, then you're making the promise in the first. Непонятно, короче. То есть вы обещаете на первое посвящение, вот, хотя по идее должны дикша гуру это делать. Yeah. Anyway, his answer was more or less correct, and what the answer I am giving is something like that. Но так иначе его ответ ближе всего к истине. Я тоже хочу вот в таком духе сейчас это осветить. So we basically have two processes in our sampradaya. Now, chanting the holy name, which we call Bhagavat Dharma. То есть в нашей сампрадае есть два процесса. Это воспевание святого имени. And then we have something else called diksha, and through that we do pancharatric worship. That's called pancharatrika marga. Который является Бхагавата маргом. И есть поклонение божествам, для которого необходимо дикша мантры. И это называется панчаратрика марга. Okay. So we get the diksha, so we get the mantra, so we can do archana. То есть мы получаем дикшу, получаем мантры, и тогда можем заниматься поклонением божествам. And we chant the holy name to get our perfection. This is the main item. И при этом самым главным ингредиентом является в духовной жизни повторение святого имени. But we don't need diksha for that. Но для этого дикша не нужна. So of the two, chanting the holy name is emphasized. Из этих двух более важно воспевание святого имени. Simply doing the deity worship is insufficient. We also have to chant the holy name. Мы знаем, что просто поклонение божествам недостаточно. Мы должны воспевать святое имя прежде всего. However, we could just chant the holy name without diksha and doing deity worship. И воспевать святое имя мы можем, не поклоняясь божествам, не получив дикшу. Holy name gives all perfection, as was stated in Chaitanya Charitamrita. Ибо святое имя, как утверждает Чайтанья, дает все совершенство. So we have these Pancharatrika Marga or Archana Marga, we have the Bhagavata Marga, and usually we do them together, but there is an emphasis upon the Bhagavata Marga. Итак, есть вот два этих пути, Панчаратра Марг или Арчана Марг, и состоящий из дикши, мантры, арчин, и Бхагавата Марг, Шикша, Нама, Киртан, и при этом более важным считается Бхагавата Марг. So in another place, as is explained in Chaitanya Charitamrita, the worship of the deity in the temple is essential to reduce one's restlessness due to contaminations of conditional life. Вот такое утверждение Чайтаньи Чаритамриты. Поклонение божеству в храме очень важно для того, чтобы уменьшить беспокойство в уме, беспокойство человека, вызванное осквернением его условного существования. Nevertheless, the main process of destroying sin and karma, etc., is Harinam. И тем не менее мы знаем, что главным процессом, разрушающим наши грехи, это воспевание святого имени. Usually we don't just chant Hare Krishna. We have 5 main processes that we kind of merge together. Обычно мы не только воспеваем святое имя, вот, как правило, смешанные в нашей практике духовные 5 основных процессов. We have Shravanam, Слушание, we have Kirtan, Киртан, we have Archana, Арчана, поклонение, we have Sadhu Sangha, Садхусанга, and living in the holy Dham. и These 5 жизнь important elements. в святом месте. So most of the devotees, they do all В combined. основном преданные они Nevertheless, следуют всем этим 5 вещам перемешанным. there's a emphasis upon the chanting of the И name. тем не менее мы знаем, что из этих 5 самым главным является воспевание святого имени.
So, in summary, we can say that our goal is prema, but there's various methods by which we can get to prema. То есть нашей целью является према, но есть разные методы достижения према. So one of them is through archana, and we have diksha guru to get mantras, so we can get our divyaganam and get deliverance that way. Один, то есть цель, это в серединке дивьягьяна и духовное знание освобождения от грехов. И одна вещь, которая ведет к ней, это вот арчана. Мы получаем дикши гуру мантры. Main process is Harinam, chanting the holy name, but we also need shiksha in order to get to prema. Затем квадратик, вот самый главный процесс, это воспевание святого имени. Для этого нужно шикша, наставление от гуру, как это делать правильно. And we get Prabhupada in his books as Divyaganam also. Также Прабхупада и его книги также дают нам духовное знание. We have various devotees who give us nice knowledge also. Также наставники преданные тоже дают нам замечательное знание, как бы питают наше бхакти. And we can practice other angas of bhakti through some shiksha guru or someone И else. также мы практикуем и другие процессы бхакти, в которых нам помогают разные шикша гуру. Yeah. So, in other words, we can get this divyaganam through various sources. То есть дивьягьян, духовное знание можно получить ведь из разных источников. Okay. Now, this is halfway through, and then there's another part, analyzing our first initiation and second initiation type thing, but maybe we won't have time to do this. Анализ двух этих разных инициаций в ИСККОН. So maybe we do that tomorrow morning. А как вы продолжим завтра уже, да? Сейчас, может, вопросы? Yeah, it's better to continue tomorrow. Tomorrow. Okay. Утром или вечером? Okay. Вечером лучше. Именно. Okay. So just one other point. One other point that Еще один момент. up until the time of Lord Chaitanya, generally it was Harinam was not the emphasis. До Господа читания Харинама так не подчеркивалась ее важность. So therefore, among Vaishnavas, what did they emphasize? Among Vaishnavas, different groups, what would they emphasize? There was no Harinam as the Yuga Dharma. So what did they do? Yeah. What was the main process? Тогда что же подчеркивалось среди вайшнавов? Какой главный процесс считался главным, если не распевали? So for many, it was deity worship. They should worship the deity. That was their sadhana. То есть преданные поклонялись божествам, садхана была поклонение божествам. And how do they worship the deity? They need diksha. Они поклонялись божествам, для этого нужна дикша. So that was quite essential to their development because they had to worship the deity. They had to get diksha. То есть это было очень важно, чтобы поклоняться божествам, процесс, который был главным, нужна дикша. So therefore we'll find in the scriptures also there's often glorification of diksha and you have to take diksha, etc. So many quotations are like that. Поэтому тоже есть множество цитат из Писаний, где говорится, что вам просто необходима дикша. Дикша очень важна. However, with Lord Chaitanya, then he introduced chanting the holy name, which doesn't need diksha. Но Господь Чайтанья представил воспевание святого имени, которое не требует дикши. So therefore, the emphasis changes. То есть акцент сместился. Вопрос. Просто также еще объяснял, что дикша нужна это как включение в семью. Что объяснял? Ну, то есть, образно объяснение дикши, это то, что, ну, например, духовный учитель, как бы у нас включали цепочку, да, учителей, связи с Богом образуется, да, включение в семью Господа Чайтаньи. One of the explanation of diksha that you become included in the spiritual family, become officially members of Krishna's family. Yeah. That's true in the sense of Pancharatric. Да, это правда для вот этого пути панчаратры.
So by getting those deity mantras, you become, let's say, pancharatrically initiated. So you're in that group of people who can worship deities. То есть вы получили посвящение, авторитетность панчаратрику, и вы как бы включены вот в эту группу людей, занимающихся поклонением божествам. And if we're going to trace our sampradaya through diksha, then yes, then I'm in the sampradaya because I got diksha. Then you can say that. Если сампрадаю, как бы проследить ее туда, чтобы быть в сампрадае, вот, то нужна дикша. So therefore, even among not just ISKCON, but other Gaudiya groups, lines from Advaita or Gadadhar or Nityananda, whatever, they also emphasize diksha, and that you should take diksha, and then you're part of this group, and you're in a parampara. То есть, чтобы считаться принадлежащим группе вайшнавов, к парампаре, в других гаудия-вайшнавских линиях, таких как вот линия Адвайты, Гададхары или Нитянанды, там нужно получить дикшу, чтобы присоединиться к этой семье. But then we see that Bhaktisiddhanta did something very extraordinary, and he didn't trace a diksha line at all. He traced a shiksha line. Но потом мы видим, что Бхактивиданта Сарасвати сделал нечто выдающееся, он необычное. Он стал подчеркивать момент шикши, а не дикши. This is quite a bold move because other people all these other groups criticize it. This is bogus. We don't accept this. Все остальные группы стали критиковать его смелый поступок. But he didn't want to identify a diksha line. We could do that. We could trace everyone through diksha, but he didn't want to do that. Но Бхактивиданта Сарасвати не хотел именно, чтобы отождествление наше с вайшнавами было только через дикшу. So he может быть, но не хотел только это подчеркивать. He emphasized a shiksha line instead. Он скорее подчеркивал линию шикши, наставлений. So maybe now we're identifying with diksha lines, but actually we go back and it's all shiksha line in our sampradaya. То есть сейчас, если мы, допустим, будем на дикшу делать акцент, но мы противоречим, получается, сами себе, потому что у нас, и выше разобраться, у нас подчеркивается шикша. If we want to identify ourselves through a diksha line, we're going to get a problem because we go back to Gorkishore, and after that, then the diksha line disappears. То есть это будет проблема, если мы захотим тоже по линии дикши идти, поскольку сразу же там Горкишор даст Бабаджи, уже всякое прерывается дикша, там не только шикша. Господь Кришна, он был юга-аватарой, показал, как храмом поклонением заниматься, храмом поклоняться. А Господь Чайтанья тоже юга-аватарь, и он показал, как надо поставить в время это юга-храма. Получается, дикша для поклонения божеств это отголоски Трета-юги и все юга-храмы. А в Кали-юга она не работает? Seems like when Krishna come and he stress deity worship. Dwapara yoga. Treta Yuga. Dwapara. Dwapara Yuga, and he show how to worship Lord Vhanu also. But when he came as Lord Chaitanya, he stressed Nam. Yeah. So it means this diksha process, deity worship, it's kind of remnants of Dwapara Yuga. Yeah, but Pancharatra Puja was, there's a different type of deity worship then. I think it's a Vaikanas, they call it. So it was more formal and Vaikanas worship, deity worship. So it said that Pancharatra is for the people of Kali Yuga. So that it got a little bit of a change in the Pancharatra. Even Vaikanas, it's for Dwapara Yuga. Yeah. Но есть также разные виды поклонения божествам. Вот Вайканас это как раз было поклонение Двапара Югу, так называемое. И есть Панчаратра Арчана. Это как раз предназначенное поклонение божествам для калиюшников. Когда мы получаем дикшу, да, нам духовный учитель же дает, вот при первом посвящении Харе Кришна Махамантра, он четки нам начитывает, то есть он нас посвящает повторение святого имени, и в то же самое время вот слышал такую цитату, что без мантры, не полученной по сампрадай, она как бы не работает. Вот, как это относится ли это к Харе Кришна Махамантру? When we get first initiation and
mantra, Hare Krishna mantra from our guru. I heard that if you There's Hare Krishna. Hare Krishna, yeah. Okay. Hare Krishna, Which we're already chanting. который мы уже повторяем. Но он дает он So he just gives the beads. He gives the beads, but you've already been chanting on some other beads before that, so you really don't get the mantra. It's not secret. Он вам дает четкие, на которых вы продолжаете повторять, но вы повторяли на каких-то других четках уже до этого. То есть он не дает вам какую-то секретную мантру. Мало дан. Да, можно сказать, тогда мало дан. То есть передача четок. But what about statement that unless you get mantra from bona fide sampradaya, mantra doesn't work? Is it correct in this case? Well, I think that's referring to the Pancharatmaka mantras. Это цитата, которую вы привели, что пока не получена мантра в сампрадае истинной, она не работает. Это относится к панчаратра мантре, дикши мантре. Yeah, diksha mantras. Yeah. Now, of course, even Hare Krishna, accidentally you chant it from any source, it has some effect. Конечно, Харе Кришна, даже если вы случайно где-то повторили, не приближая к чему, это будет иметь какой-то эффект. But the secret, the diksha mantras, they have to be taken from the diksha guru. А вот эти секретные мантры нужно от дикши гуру получить. Otherwise, they don't have any potency. Иначе они не будут иметь силы. So we see that Ajamil or anything, they accidentally chant, it destroys their karma. So some power is there without diksha, anything. Например, Аджамила повторил фактически случайно святое имя, и без всякой мантры дикши он разрушил все свои грехи. But to come to Sudhanam, we do need proper knowledge. Но чтобы прийти к чистому воспеванию, нужно правильное знание. And it's only with that we can get to prema. Ибо только это позволит получить прему. So therefore we do need devotees there in the bona fide sampradaya to give us proper teachings so we understand all about Krishna, etc. and prema, and then we can get that goal. То есть нам нужно приближать, как бы общаться, по крайней мере, с преданными, приближающими к истинной сампрадае, которые объяснят нам все касательно процесса воспевания, чтобы мы могли воспеть чисто и получить прему. Почему это называется секретными мантрами, если даже есть книжки, где написаны гайатри мантры? Why we call this diksha mantras secret mantras? If we have so many books With the written in. gayatri mantras. Because they don't have any power unless they're given through Guru. Поскольку эти мантры вот из книжек, они не будут иметь никакой силы, пока вы не получите их от гуру. Now originally these mantras also, when they pronounce them in the Shastras, they don't exactly tell, they don't just write it out like a mantra. Yeah? They'll say the first syllable and they'll is like this, the second syllable is something else, and they don't say it's ka, ga, ga, like that. They give another symbol for that, so you have to know the language of mantra stuff. You know, there's this vocabulary and it's like a symbolic language, and then they'll tell you the syllables. The first syllable is like this, the second syllable is that, the third syllable is this, and then you can figure it out. И другой момент, что вам никогда там тоже не дадут, тем не менее, даже в книжках прямо эту мантру всю целиком, как вот правильно ее подряд читать, там будет объяснение. Вот этот слог означает то, и надо воспевать вот так, это так, то есть все будет так, как бы, требует, как сказать-то, запутано, специально все запутано так, чтобы вы не могли дешево. For instance, they call Swaha, that is the wife of fire. Например, вам объясняют, Сваха – это жена Бога огня. То есть вам дадут разные объяснения, и вы запутаетесь, вы сами не поймете, не соберете все из Писания и сами самостоятельно. Все, чтобы это действительно было авторитетное, полное понимание, которое дает дикша гуру. То есть, если дикша гуру не объяснил, все слова, да, в смысле не вложил, то по сути это и не было дикши. So unless diksha guru gave you his mantras and explain everything, this is not the diksha process. Yeah. You mean guru should
explain everything during this process. Hopefully, the meaning of the mantras. Ну, то есть, да, нам предполагается, что дикша-гуру во время посвящения этого дикши, он дает значение этих мантр. However, what has happened in ISKCON, and maybe Gaudiya Math also, is that though we do the second initiation, give the mantras, etc., our main interest is chanting Hare Krishna. So we put all our emphasis on that, and we don't, really get into the meditating on the meaning of our mantras or anything. И тем не менее мы видим, в ИСККОНе, скорее всего, в гаудия-матхе, нет такого прям супер, когда мы второе посвящение получаем, эти мантры, что там прям погружаемся в изучение их значений и все такое. Мы скорее продолжаем подчеркивать важность воспевания Харе Кришны. Previous to Lord Chaitanya, then they weren't chanting Hare Krishna, so their main thing was meditation on the mantra and the meaning and using it for deity worship. So they put more emphasis upon the meaning of the mantra, etc. Вот такой акцент, такое подчеркивание важности дикши мантр, важности их понимания, все такое, это было до Господа читания, когда это был главный процесс, люди поклонялись божествам, произнося эти мантры, глубоко понимая, что они значат и так далее. So in the end of your presentation, will you explain everything about diksha? What? Will you explain everything, this mystery about diksha? Well, this is a two-part initiation. That's the next part. The next part is more explanation. Because we've kind of developed a two-part initiation, not one initiation. And then we've got a third part also, with the Brahman part, which is another separate thing. So we got three elements now. И поскольку вот есть два разбита обряда наше посвящение, и также еще есть третий момент, то, что мы называем браманической инициацией, и это уже как к этому клеится, это тоже все будет объяснено. So we got Harinam, we got deity mantras, and we get Vedic mantra. So we're getting three initiations. not even two, three. Vedic mantra. It's our Vedic mantra. That's why you become a Brahminical initiation. It's because of the Vedic mantra. It's in the Gayatri mantras. Yeah, that's actually a separate ceremony completely, but it's tacked into ours. So that's another, the Vedic initiation. You mean Vedic mantras included in our 7 Gayatri mantras? Yeah, the first one. So that's a separate thing actually. Another initiation is Upanayanam. That's getting your thread and all this. Diksha only mean first mantras. Well, that's the Vedic Diksha. This is Vedic Diksha. And the others are Pancharatric Diksha. Pancharatric. So it's completely separate. This is Vaishnava. Vaishnava Diksha. Yeah. So separate Diksha. У нас вот такой как бы смесь такая, первое посвящение Харинама, а второе нам дают вот эти мантры, секретные мантры, вот это дикша мантры считаются первое, Брахма Гайатри мантра, а остальные 6 в этих 7 мантрах, которые мы получаем во время второго посвящения, это уже вайшнавские мантры, панчаратрика мантры, это уже то, что делает нас браманами. Если мы своего духовного учителя, дикши, не можно называть дикши-гуру, да? Получается, тот мне дал освящение, по сути, он не является дикши-гуру, да? Это я больше первой инициации. So it means was a guru who gave me first initiation, he is not my diksha guru. Not completely. Because he hasn't given you the Diksha mantras. So that, let's say, Prabhupada said the real initiation was the second initiation. So in terms of scripture, the most important part is getting those mantras. That's the Diksha. And in fact, we'll see that Diksha generally was just give the mantra, finished, not even give a name. Like Gopu Kumar and Priya Bhaktivinoda, he's got a mantra from the guru, finished, it was Diksha. И строго говоря, это Дикша, это означает просто получить секретную мантру, даже имя вам не дает, вот как Гопу Кумар, просто получил
And it was secret mantra. Секретную мантру и Chanted on his ничего japa ничего secretly. больше не воспевал ее. Да ты мозг сломаешь. Тогда как его Уже вначале же сам говорили. корректно называть? Кого? Как тогда корректно называть духовного учителя? Кто первый посвящает? So what is the correct name for our guru who given us first initiation? Well, in like Gaudiya, where it came from, this two-part ceremony, they don't call it initiation at all. Поэтому в Гаудия-матхе, например, откуда и пришли эти два разделенных посвящения, они не называют вообще первое посвящение вообще посвящением. They call it namdan, giving the name. Они просто называют его намданом, то есть нам просто дают святое имя. So they're giving teachings on the name, basically. И дают Formalizing teachings on the name. Какое-то формальное объяснение воспевания, процессу воспевания. Если духовный учитель бывает отзывает инициацию вторую, снимает шнур, а мантра все равно остается, как мантру назад заберет. What happened in the case when guru is kind of taken away when a disciple Haritsan offends and guru taken away his second initiation, his Brahmana thread. But mantra is remaining with disciple. Yeah. It's lose its potency. Okay. The cases like that? Yeah. Oh, there are already. Okay. There's some cases like that. Yeah. We have. Oh, you have cases in Russia. Yeah. I don't know anywhere else in the world, but anyway. Okay. Well, it is stated in Scripture that if the disciple is unqualified, for some reason or other, then the guru should reject him. В Писании говорится, что если по каким-то причинам ученик становится неквалифицированным, то гуру должен отвергнуть его. So that means the relationship is no responsibility anymore. То есть это означает, что больше ответственность гуру за него не несет. If he keeps the relationship, then the guru gets pulled down by the disciple. То есть если он будет сохранять с ним отношения, то этот ученик как бы будет стягивать гуру в свою уровень. And the other way is if the guru becomes unqualified, then he gets pulled down. The disciple gets pulled down to the guru's level. То же самое, если гуру становится неквалифицированным, и если отношения продолжаются, то тогда гуру стягивает ученика на свой уровень. Yeah. So if the guru rejects the disciple, then all of his mantras become useless at that point. И вот если гуру отвергает ученика, то действительно в этот момент мантры становятся бесполезными. Yeah. I think the rule for why he would be rejected would be that he's committed so many aparads, and if you commit aparads anyway, everything becomes, Ибо, принцип понятен, что если кого-то отвергают, это значит, что столько аппарат совершил, что в любом случае его воспевание, оно уже такое оскорбительное, все бесполезное в любом случае. He wouldn't want to chant the mantras or be associated with the sampradaya anymore. Ибо он с сампрадай-то уже, получается, не общается, и поэтому в сампрадай мантра не работает. Короче, это как требуете чек, не отходя от кассы, надо требовать объяснений мантры после второй инициации. Что не было потом. Means like Это не надо требовать. Just an analogy. Joking analogy. В интернете есть песни с секретными мантрами, и некоторые люди, я вот знаю человека, они находят слова этих песен, и открывают. Является ли это чем-то безобидным или какие-то реакции нехорошие? So we got these mantras from internet and chanted together. This is something, how to say? Which mantras are those? Gayatri mantras. Oh, of who? Oh, the diksha mantras, without initiation. Without initiation. I'm chanting Как? Безопасно. Нет, другой значит. Безобидный.
Безобидный. Нет. Very simple word, I forgot. Harmless. Как? Harmless. Чё-чё? Harmless. Harmless, yeah, you can say. What's that? Harmless. When you chant like this is something harmless. Something Harmless. Harmless, yeah, kind of child. Oh. Or this is, it's work and this is bring some serious result. Well, if it's Vedic, Or Negative. Or some negative reaction. yeah, well, for Vedas, they say even if a Sudra chants Om, that he gets worse sinful reactions for that. Just chanting the word Om. Говорится, что даже если вы будете, если вы шудра и воспеваете даже слог Om, то вы получите за это очень суровые греховные реакции. Or if he hears the Vedas, because he doesn't have initiation, a Vedic initiation, and he hears the Vedic sounds, then get bad reaction. Если у вас ведического посвящения нет, вы слушаете просто без посвящения Веды тоже получите. Now, yeah, of course, Pancharatric mantras don't have such restriction because anybody Sudra or non-Sudra can chant whatever like that. Конечно, это не относится к панчаратрика мантрам, поскольку они специально предназначены для Кали-юги, для шудр и так далее, кали-южных жителей. But still it says Nishvala, no effect at least. Но тем не менее говорится нишпхалам, то есть не будет эффекта, если вы даже эти мантры получите, но не получите правильно, эффекта их воспевания не будет. However, if they have the name of the Lord in it somewhere in that mantra, then that might have some effect. Но тем не менее, если в этих мантрах содержатся имена Бога, то будет определенный эффект. Воспевание хорошее. But it won't lead to prema. Но прему вы так и не получите. Well, we have two types of Gayatris. We have Pancharatric Gayatris and we have Vedic Gayatri. То есть, первое, first Brahma Gayatri is Vedic, Vedic Gayatri. and rest Is Pancharatric. То есть вот в этих наших 7 мантрах, которые нам дают во время второго посвящения, первое это ведическая мантра, и вторая, остальные 6 это Панчаратрика мантра. Данные для Кали-юги. Не имея квалификации вот первого Брахма Гайатри мантры, я получаю негативные последствия. So if I hear somehow this first one, Brahma Gayatri, I'm getting without qualification, without initiation, I'm getting some negative reaction. According to scripture. But we see in modern world, it's all over the internet and all these yogis and yoga groups and gym studios are chanting Om and Gayatri and everything, so it's like... Вот то, что мы услышали, это означает, что для нас важнее изучать, как повторять святое имя чисто, нежели проходить там бхакти-шастры, чтобы получить вторую инициацию. То есть важнее воспевание святого имени. So what I explain that it means that for us it's more important to chant Hare Krishna and try to учиться повторять правильно. Trying to develop Namatattva, trying to chant properly, and we should not endeavor for study of Bhakti Shastras and in order to get second initiation. This is not so important for us. Well, I think Bhakti Shastri is not the qualification for... It's not the real qualification for second initiation or whatever. Maybe some gurus will say that, but you could do it without taking second initiation. It's good because it gives you knowledge of, Sambandha Gyan, which is good for Sudanam in itself, apart from Diksha. So itself, Bhakti Shastra is most deep meaning of study Bhakti Shastra for chanting. Yeah, for chanting. It's useful for chanting, not just for Diksha. In other words, it's not that they only made a Bhakti Shastras for getting Diksha. It's for people in general also. То есть и бхакти-шастры могут изучать и те, кто и не стремятся к второй инициации, и наоборот, бхакти-шастры как раз предназначены, их истинный смысл не в том, чтобы получить второе посвящение, хотя кто-то даже из гуру может так говорить, подчеркивать, что, мол, без бхакти-шастр не получишь второе посвящение, а истинный смысл изучения бхакти-шастр в том, чтобы
о воспевании изучать науку намататвы. То есть изучение шастры назначено, чтобы вдохновлять нас еще больше на воспевание. Матаджи, может, там вопрос не видно. А не по теме можно? So it's possible questions out of theme? Out of theme, I suppose, you want to. Such as. Ну да. Ну вот я просто увидел изображение Господа читания, вспомнил этот вопрос, который уже задавал, но ответ не получил. Что говорится, что Господь читания был просто на 2 метра. Ни одного бенгальца такого не видел. Бенгальцы, как правило, очень маленького роста. И рядом, допустим, кто его спутники, они тоже не похожи, что они там какого-то маленького роста, что он сильно выделялся среди них. Как это понимать? Не похоже, что он сильно выделялся. Да. То есть, что они все бенгальцы, но... Да, они все бенгальцы, или они такие необычные бенгальцы, или необычные. Но тогда они не 2-метровые. Панчататва, вся это все они натуральный рост и цвет. Они были такими. Но реально бенгальцев почему сейчас нет таких? So when he saw this Lord Chaitanya pictures in the presentation, I remember my old question, we can say, that Lord Chaitanya, we know, was tall, about 2 meters tall, and but I doesn't see any Bengali people like this, very small, and all his associates, all Panchatattva, were also looks like very tall, and they are also Bengali people usually. So it means what it means. Well, they had spiritual bodies, not material bodies, not by genetic, Bengali genetics. Это оскорбление, наверное. Такие вопросы задавать. It's offense to ask when this Пытаться измерить. Не, но с другой стороны, если написано, что такого размера, просто сомнение. Kind of doubt, because should be Bengali people still like this, but we don't. Well, there's a few tall Bengalis also. Нет, It's not- есть бенгальцы высокие. Also Chinese people, there is. There's a few tall, yeah, there's some basketball players as tall. Есть самый высокий, да? One of the most Yeah. tallest. Yeah, person. It's Chinese. Okay, fine. Hare Krishna. Jai Nippon.